За тебя. Ты 20 лет живешь в Дубае. Я с Ниной Кравец на самом деле общался. Ух ты! Но я делаю это не ради денег. Первые 6 месяцев будет очень сложно. Это Граф Хипстер, это мой любимый рэпер. Все, я хочу играть такую музыку. Я могу завтра сделать себе вечеринку и на ней поиграть. Мне нравится техно, но помимо техно мне нравится музыка вообще в целом. Отпускаю, это мой медленный танец в лагере. Так, опять пошли эти вопросы. Ну давай сначала с тобой Да. начнем интервью с маленького глотка виски. Спасибо за приглашение, за встречу. Твой дом. Это тебе большое спасибо, что пригласил поучаствовать в твоем таком личном интересном проекте, пригласил поговорить. Вот, я думаю, что это будет очень интересно. Ты 20 лет живешь в Дубае. Да, я здесь вырос, отучился. Ну, я сначала учился в школе, и потом я отучился на международные отношения в университете Шарджи с местными, полностью местными. Там не было ни одного европейца, было очень интересно. Ты говоришь по-арабски? Да, говорю, но он у меня больше такой, типа, разговорный, не серьезный. То есть, вот, ну, прям какие-то бизнесовые встречи на арабском я, конечно, провести не могу, но как бы разъясняться, понимать, вот, ну, как бы в повседневной какой-то жизни, да, конечно. Писать, читать тоже умеешь? Да, конечно. Вау. Да. Как с технокультурой в Дубае? Ну, здесь, конечно, все намного скромнее, потому что не так много промоутеров, которые как бы продвигают какую-то, ну, серьезную музыку, не коммерческую. Конечно, большинство играют больше мелодик, прогрессив и так далее. И как бы мне кажется, то, что вот в какой-то момент вот это звучание, оно захватило всю сцену, да, и стало более коммерческим. Если мы говорим именно про то звучание, которое играем мы на секте, нет никого. Если мы говорим про просто техномузыку в целом, то есть промоутеры, которые тоже играют хорошую техномузыку, просто это не совсем то. Вот как, допустим, Analog Room, да, они играют более такое серьезное, томное техно иногда. Или Boogie Box, они играют больше классическое, медленное, ближе там, к детройтскому звучанию. То есть оно есть, оно все всегда было, просто оно переживает какие-то фазы. И мы, можно сказать, такое, ну, шестое поколение вот этой технофазы, которая вот сейчас происходит. Мы относительно молодые, но до нас мы стоим на плечах других людей, которые делали это еще с начала там 2000-х и так далее. Так, ну что, пивозавр, давай. В тот раз мы пили виски, сейчас мы пьем пиво. Ну, такое, да. Как бы вышли на улицу, нужно пить уличные напитки. Рассказывай, с чем связан твой новый имидж. Мой новый имидж, это что, это майка пивозавр или волосы? Что у тебя выше, чем майка пивозавр? Ну хорошо. Я вышел в отпуск. Я под конец года решил, типа, покраситься, а потом это все сбрить, как выйду на работу. Да? Ты сбреешь все это? Да, конечно. Но мне нельзя, у меня как бы встречи с клиентами. Они типа не оценят? Не, ну это слишком такое, типа, доджи. Ну, выглядит красиво. Да мне тоже нравится, но вот, к сожалению, да, как бы корпоративная этика не позволяет мне ходить с крашенными волосами. Кирилл, региональный менеджер бренда семечек. Да, семечки джин. Можно ли работать человеку на протяжении там всей жизни и заниматься только тем, что тебе типа нравится, что тебе приносит удовольствие, не тратить свои силы и энергию на какие-то вот вещи, которые тебе не очень привлекательны? Ну, я думаю, что тут очень важен подход того, как ты работаешь вообще в целом, да. Я из тех людей, которые из вещей, которые казались мне неинтересными, которые мне не нравятся, нашел вещи, которые мне нравятся и которые меня привлекают. Как бы я очень долгое время бежал от работы в продажах. Вот, и всегда говорил себе, что я никогда не буду продажником. Меня вот, ну, как бы отталкивала вот эта тема, но как только я начал этим заниматься, я такой, типа, прикольно, и мне стало это нравиться. Отвечая, ну, как бы конкретно на твой вопрос, я думаю, что это невозможно, потому что если тебе, как бы, не нравится, у тебя идет отторжение от чего-то, то ты в конечном итоге, ну, просто перегоришь, и ты не будешь этим заниматься.
Ну вот. Если мы говорим с точки зрения, что вот, ой, мне нравится только музыка, я буду заниматься только музыкой, я думаю, что это тоже возможно, но тогда внутри вот этой темы тебе придется тоже чем-то жертвовать, потому что, ну, мы видим то, что очень много диджеев и очень много людей, которые занимаются музыкой, они жертвуют чем-то, когда они начинают этим жить. То есть они становятся как, ну, людьми, которые хотят понравиться промоутерам, клубам, местам, и чаще всего как бы жертвуют вот этим. Поэтому, ну, это выбор, как бы, что ты хочешь делать? Ты хочешь как бы жертвовать этим или чем-то другим? Да, то есть ты типа либо жертвуешь какими-то деньгами, да, и тогда делаешь только то, что ты хочешь, но там в чем-то отказываешь в какой-то своей жизни. Да, да, ну и становишься таким, знаешь, очень часто это бывает страдающим артистом, который там через боль, непонимание, пот выходит на какой-то уровень при жизни или при смерти даже. Вот я так скажу. Как бы, и много есть у меня, да, примеров из жизни, где люди такие, они супер снобы, они супер любят музыку, и они не жертвуют, но при этом как бы их не так часто приглашают играть, и им приходится как бы выживать. Вот. И знаю много людей, которые наоборот, они как бы играют в каких-то суперкоммерческих, да, там, местах и как бы чувствуют себя, ну, не очень комфортно, потому что они полностью как артисты раскрыться не могут. Как ты бы сейчас развивался, если бы ты, допустим, решил, что все, Кирилл, я хочу свою жизнь посвятить только диджеингу, ничему больше? Ну, при условии, что у меня есть какие-то сбережения на первое время, или у меня вообще ничего нет? Ну вот, нет, у тебя, вот, допустим, ты завтра пишешь заявление об увольнении, вот у тебя там, не знаю, какие-то, ну, выплачивают, я не знаю, как это происходит, пособия или что там, оклады какие-то, и вот все, больше у тебя ничего нет. Ну, мне бы надо было тогда пересчитать финансы вот со своих вечеринок, которые я делаю, чтобы мне с них что-то капало. Ну и, соответственно, я бы, ну, сейчас, наверное, написал какое-то вот именно местное агентство, ну, региональное, да, которое мне бы как бы предлагало какие-то гиги. И я бы, наверное, не отказывался от того, чтобы летать куда-то и играть, да, как вот я сейчас делаю, потому что я работаю. В целом это все, ну и, наверное, больше времени посвятил бы продакшену, потому что, ну, сейчас мы живем в такое время, когда, ну, если ты хочешь быть каким-то интересным для там других промо-групп или клубов диджеем, то у тебя должен быть какой-то пул продакшена, ты должен стоять за каким-то там серьезным лейблом или за каким-то серьезным агентством, да, и это, ну, точно не какое-то региональное здесь, это должно быть какое-то европейское, и музыка, ну, решает очень сильно. Диджей в определенных форматах, и, пожалуйста, продавайте меня на мероприятие определенного тоже формата. Да, ну я бы тогда просто ушел в техно и просто играл бы техно. Наверное, я бы не смог себе уже позволить быть таким же многогранным, ну, в таком профессиональном смысле, потому что так себя намного сложнее продавать. То есть у меня было бы, наверное, ну вот как у меня сейчас есть несколько амплуа, 2-3, но я ими почти не пользуюсь, потому что, ну, нету надобности себя активно продавать, как бы. У меня бы был вот, ну, technical issues, да, где я бы играл какую-то такую более интеллектуальную музыку и писал бы более интеллектуальную музыку. И под Кирилл Жаном я играл бы только техно. Есть агентства в Дубае, которые могут тебя продавать как техно-диджея? Ну, несколько, да. Они не то чтобы дубайские, они вот региональные. Одно находится сейчас в Саудовской Аравии. Вот честно, не буду врать, как оно называется, честно не помню. Вот я недавно видел на Синойзе. И есть hands management здесь в целом, да, к которым тоже можно обратиться и как бы сказать: ребят, давайте как бы вместе работать, это не проблема. Они продают какие-то клубы или прям на частные Ну, да, мероприятия? они как бы тебя рассылают по всем промо-группам тут, которые находятся, предлагают тебя как диджея, вот, и, ну, соответственно, делают работу за тебя в плане там поиска каких-то вечеринок, где ты мог бы поиграть, связываются, получают свой процент, а ты просто ездишь, играешь. Конечно, можно было бы самому тоже это делать, просто, ну, у меня уже был такой опыт для Сиамака из Анала Грума, и мне это прям очень сильно не понравилось.
как бы я понял, что это прям не мое, и поэтому как бы этим заниматься. Сложно, да, очень именно хотелось. писать там все. Да, писать, находить правильные места, продавать, как бы договариваться о том, как это будет происходить. Как бы, конечно, если это какой-то, ну там, типа диджей мирового уровня, это намного проще, потому что его чаще всего сами люди говорят: ой, я бы хотел, чтобы этот человек как бы поиграл. Но я еще не нахожусь на таком уровне, да, чтобы как бы мое имя продавало бы самого себя. Где-то в какие-то там небольшие клубы в Европе, да, там могут позвать, но что-то такое серьезное, там World Sessions или BCCO или Fall, да, в Лондоне, меня, конечно, туда пока, ну, самого не позовут, если меня как бы правильно не продадут. А правильно продадут тебя, если у тебя будут свои треки? Или что-то Будут еще? свои треки, будет хорошая история выступлений и так далее. Но в целом, мне кажется, то, что вот, ну, треки решают. С лейблом, который у нас есть, Секта, да, у нас предложений автоматически стало намного больше, чем было до того, как у нас появился лейбл. Предложения по вашим шоу-кейсам в других странах? Да. Вот мы буквально за последние 2 недели провели 3 встречи вот с различными ребятами. Вот как бы сейчас договариваемся. Какие это страны? Это Лондон, Великобритания, это Чехия и это Соединенные Штаты, Нью-Йорк. Ну, если так говорить, мы общались с ребятами из Фолда, там есть промо-группа Tech Couture. Вот, мы с ними договариваемся о зеркальном шоу-кейсе. Мы общались с Бейсментом в Нью-Йорке и общались с Fush 2 из Чехии. Где мы находимся? Рассказывай. Что это такое за арт-пространство? Ну, это такая небольшая а-ля студия творческая, наша комната. За мной стоит небольшой такой слэк с пластиночками, с книгами, с какой-то там аппаратурой и так далее. Ну и вот какая-то, не вся аппаратура здесь, да, как бы CD-Key сейчас находится в клубе, вот на вечеринке секты мы использовали. И тут вот 2 проигрывателя и микшер. А это твой дом, ты здесь живешь? Твоя квартира? Да, ну моя и Бианкина, то есть моя невеста. То есть, значит, уже сразу ломаем все стереотипы о техно-диджеях, что там техно-диджеи бомжи, и у них нету денег. Ты уже ломаешь стереотип. Ты серьезный человек с серьезной работой, с графиком, со встречами, планами. И при этом ты выбрал для себя вот такую как бы техно-историю, как твою отдушину, и ты в этом гармонично себя чувствуешь, в этих 2 составляющих. Ну, я бы даже сказал вообще музыка в целом, потому что техно это ведь тоже только одна часть там меня. Мне нравится техно, но помимо техно мне нравится музыка вообще в целом. Просто так получилось, что один из таких самых, наверное, главных проектов, которые у меня есть, он связан с техно-музыкой. Но это также связано с трендом, то, что сейчас на самом деле техно просто наиболее понятная музыка для более широкой аудитории. Но при этом есть тот же самый мой Space Party, где мы играем все подряд, и там уже это не только техно, а вообще в целом вся та музыка, которую там я слушал с детства и так далее. Второй стереотип, который ты ломаешь как минимум в моей голове, что техно-диджей слушает только техно, у него очень все прямолинейно, он не воспринимает другие жанры. Ты человек, который спокойно слушаешь и поп-музыку, и какую-то ретро-музыку, и у тебя вообще нет диссонанса в этом. Конечно, нет. Ну, как бы нужно же понимать историю музыки для того, чтобы ее любить. И техно, как и любая другая музыка, произошла от чего-то другого, и как бы есть целая история того, как это все развивалось, и поэтому как можно воспринимать только техно, не воспринимая там, я не знаю, хаус-музыку, не воспринимая диско, не воспринимая хип-хоп и так далее. Мне кажется, то, что, ну вот, из всех тех диджеев, с которыми я общался, таких европейских больших, я всегда им задавал вопрос, ну, типа, тебе нравится только техно, ты только техно слушаешь, и все мне говорили, что нет, но играют они только техно. Просто потому что они уже попали в какой-то, ну, типа, круг общения, в какой-то там парадигму того, что все вокруг слушают техно, но как бы на автопате они играют разную музыку.
И не обязательно только техно. Люди, которые там очень узконаправленно и развиваются вглубь, да, там определенного жанра. Вот, приведу пример, как Денис Казначеев, допустим, да. Это такой, для меня, наверное, король русского минимала. Он ничего, кроме минимала, я сколько его слушал, не играет. Справедливо. Но есть другие диджеи, которые там достаточно эклектично играют. На самом деле много всего, и это тоже классно. Как, допустим, Даша Раш, она может там и хаус поиграть, и техно. Это нормально, это выбор каждого человека. Как вот сейчас, допустим, диджею, какой для него в Дубае более успешный кейс? Попробовать куда-то засовываться в какие-то рестораны на резидентство, пойти по агентствам, да? Либо третий вариант — организовать свою вечеринку. Конечно, если ты хочешь быстро и достаточно много, то это, конечно, open формат диджей, да, ты делаешь это в ресторанах, и ты в целом, на заработок 20 тысяч в течение года, если ты прям будешь стараться, ты выйти можешь. Там 4 резидентства, там, я не знаю, где-то ты на каких-то вечеринках играешь, это будет достаточно просто. С агентствами и с промоутерством, да, это немножко более сложная история, потому что, во-первых, ты должен себя продать в агентство, чтобы они заинтересовались тебе, чтобы они, условно, работали на тебя и продвигали там твое имя и твою музыку. А с промоутерством нужно попасть очень правильно здесь в аудиторию и наращивать ее, да, и ты первые полгода, скорее всего, ты, деньги не будешь делать такие, которые тебя будут держать на плаву. Честно, потому что каждый такой проект, он требует обратных вложений до того момента, пока он станет максимально автономным. Это звук, это свет, который должен быть у тебя, это аппаратура, да, чтобы ты был максимально независим, да, от здешних клубов и так далее. Ты мог бы прийти куда угодно, в любой отель, сказать, вот у вас есть подсобка, мы там будем делать вечеринку. Но это я про техно говорю, это я говорю конкретно про секту, да. С какими-то, возможно, более хаусовыми проектами, где оно не требует какой-то такой жесткости и шершавости, это можно делать в каких-то достаточно глянцевых местах. Это будет намного проще, но все равно я советую накапливать этот жир и независимость. Первые 6 месяцев будет очень сложно, особенно если нету сбережений. Я бы сказал, что это почти невозможно. Хотя Эмираты, честно, достаточно простая страна в плане мероприятий, потому что здесь очень много помещений. Ты просто туда приходишь и говоришь, давайте я не знаю, первые 3 вечеринки просто на проценте поработаем, вы мне с бара будете давать, это будет бесплатно, у вас будет развлекаловка, я там приведу какой-то народ. И можно уже с этого, накапливать свою аудиторию, накапливать деньги, их обратно вкладывать. Тебя терзают иногда мысли, что хотел бы заниматься только музыкой, днями и ночами только ей? Наверное, нет, потому что мне нравится разнообразие моей жизни, мне нравится эта какая-то двойная жизнь, которую я живу. С одной стороны, корпоративная такая серьезная работа, а с другой стороны, выходные я за пультом или организовываю что-то. Поэтому нет, потому что моя жизнь, она позволяет мне в полной мере заниматься тем, чем я хочу. Конечно, в плане тайм-менеджмента, да, хорошо было бы в эту парадигму также записать продакшн, да, какой-то. Но я думаю, что все впереди. Я нахожу время каждый день на то, что мне нравится, и меня это не особо сильно терзает. Диджейнг — это хобби, да? Давай так. Я бы сказал, что это лайфстайл, да. Это можно назвать хобби, но оно уже переросло немножко больше, чем хобби. Почти как, в какое-то обязательство перед аудиторией, перед людьми. Конечно, для меня внутри это как моя отдушина, да, которую, я выпускаю весь пар за неделю, я выпускаю ту энергию, которая у меня там накапливается за неделю. Но назвать это просто как хобби, мне кажется, будет несправедливо. Но работой тоже это не назовешь. Работой это тоже не назовешь, потому что, я делаю это не ради денег, я это делаю ради каких-то других более высоких целей. То есть в первую очередь, мне кажется, это для самого себя, чтобы быть спокойным и не жалеть потраченного времени, а с другой стороны уже ради
как бы аудитории, которая ждет там наших мероприятий, ждет каких-то вечеринок, какой-то новой музыки и так далее. Что тебе нравится больше всего на техно-вечеринке? Мне нравится энергия, то, что люди полностью себя вот отдаются музыке, и там типа происходит какая-то такая вакханалия, люди там, я не знаю, под эти 140-145 BPM двигаются и как бы отдают свою энергию нам, диджеям, нам, организаторам, а мы отдаем эту энергию им. Вот идет вот этот обмен энергии, который мне больше всего нравится. Мне тоже кажется, что именно на техно-вечеринках вот эта атмосфера с энергией, ни на каких других мероприятиях как будто бы ее нету. Раньше были вот эти вот рейвы с EDM-музыкой, типа Tomorrowland, я просто играл какое-то время. Это совсем другое. Здесь какое-то закрытое, что ли, такое комьюнити, и вы как бы все, как будто вот такая какая-то маленькая семья, вы все настолько близки по интересам, и эти интересы, они как бы достаточно нишевые. Это как любители Дэвида Линча, ну то есть их там не так много, допустим, да, но вот когда вы там все собираетесь в каком-то маленьком зале, смотрите какой-нибудь фильм, вы друг на друга смотрите и понимаете, что вы как бы знаете даже, может быть, уже жизни друг друга. Мы семья, и самое главное, что мы не какие-то там зазнавшиеся люди, нас люди знают, мы знаем, мы постоянно со всеми общаемся. Я на всех почти, кто к нам ходит, на всех подписан. Я там же на танцполе, я там же с ними, я там же всем там машу привет, со всеми общаюсь, спрашиваю, как дела, они спрашивают, как у меня дела. И это, ну, создает определенную атмосферу, дает возможность людям быть принятыми, и также возможность нам быть принятыми людьми тоже. Это очень важно. Ну, вот, мне кажется, поэтому там многие там коммерческие вечеринки, они не такие как бы домашние и комфортные для многих людей, потому что нет вот этой атмосферы принятости. Так, секта. Я примерно знаю твою историю попадания туда. Расскажи, пожалуйста, ее и другим людям. Мне рассказали об этом проекте мои знакомые. Я поставил у себя цель на листе большом дома на стенке попасть туда какими-то разными способами. Я написал Джулиону, что типа готов вам помочь, чем могу. И ты мне сам в итоге пишешь, типа, йоу, чувак, прикольный контент. По-русски я вообще в шоке был, что говоришь по-русски. И вот как так все получилось. И ты мне сразу скинул ваш фильм документальный о секте, очень качественно сделанный, очень интересный. Да, спасибо большое, Миша. Он большой молодец. Это тоже парень, который с родителями очень-очень давно переехал в Бельгию. И так получилось то, что он со своей девушкой приехал сюда, и он такой: я хочу снять документальный фильм о сцене в Эмиратах. Документалка о секте — это не совсем о секте, это вообще о всех креативных людях здесь. Просто мы как бы вот в таком разрезе показываем, что мы делаем, но так это вообще обо всех, кто здесь присутствует. Сколько лет проекту, как ты туда попал? Ну, это 2-й год, у нас будет 2 года в феврале месяце. Попал я туда, ну, можно сказать, случайно. Вообще он зародился очень случайно. Джулиан и Лиса, они делали такие небольшие вечеринки для своих у себя дома. И я вместе со своими друзьями туда завалился просто, потому что у нас был общий знакомый там. Он такой: блин, ну, может быть, несколько человек, а мы пришли, нас типа 20 человек, завалились, и раз, это уже вечеринка. И как бы ребята это вдохновило, они начали как бы чаще делать у себя дома. И потом Джулиан такой: а почему бы нам вместе что-то не делать? Вот, и я согласился охотно, потому что, ну, мы как бы так уже подружились, уже появилась какая-то такая, ну, типа, душевная связь между мной и ими. И я притащил свой звук потом в рандомном месте в Бурдубае, который я нашел, а не свой звук, и так получилась первая секта. Вот, они очень хотели играть техно. Вот, я всегда говорил, я более эклектичный, но техно мне в целом нравится. Давайте продвинем это как бы на какой-то другой уровень, и все, так оно получилось. Название откуда пришло? Ну, мы долго думали, как ее назвать, а потом Лиса такая: секта. Ну, такие, ну, секта. Она... Потом просто прибавили и получилась секта. Ну, так просто рандомно, на самом деле. Первое, что в голову пришло, как бы нету какой-то глубины в названии. Так, у вас
4. Ну, у нас на самом деле человек, наверное, 20 вообще по итогам, но таких, которые принимают решения, как бы фаундеры, ну, можно сказать, что 4 человека. Вы все распределены как-то по определенным обязанностям? Ну, как бы есть, да, там Элиса, она занимается больше креативной частью, то есть она там рисует постеры, там делает видео и так далее. Джулиан больше там за продакшн, я больше за связь с людьми, как бы за продвижение проекта в пиар пространстве и так далее. Нужно понимать то, что эти роли, они постоянно в определенных моментах меняются в зависимости от того, насколько мы нагружены, потому что у нас у всех есть дневная работа, где есть какие-то пробелы, кто-то из нас делает какие-то там моменты. Бьянка с Элисой могут на двери постоять, я могу постоять. Хотя я ужасно стою на двери, я такой: о, ты мой знакомый, давай, проходи бесплатно. Короче, да, я прям ужасно этим занимаюсь. Ну, если нужно, я там могу постоять. Я был в шоке, когда узнал, что Джулиан работает в авиакомпании пилотом, да? Да, Есть ли какой-то сет диджейский, документальный фильм, либо какой-то трек, который ты услышал и сказал: мне очень нравится техно, хочу побольше в нем разобраться? Да. Я бы даже сказал, что это альбом, это был Роберт Худ, Minimal Nation. Да, это вот такой для меня был, наверное, изменило немножко мое понимание в этом. И еще, как бы, вот то техно, которое я сейчас играю, Дэнни Вэббит, я его тоже услышал, и я такой: все, я хочу играть такую музыку. Это настолько, типа, прикольно и классно, что, да, я теперь понимаю, как бы, чем она отличается. Называется Internal Jungle. Так, включи-ка. Оно тоже достаточно такое минималистичное. И это такой, типа, вообще, вот сейчас особенно вот она перейдет в новый этот. Это не какая-то там, типа, пошлость. Вот оно тебя вносит, да, в какой-то такой транс, и это так грувово и прикольно, что я такой: все. Теперь это вот музыка, в которой я хочу разбираться. И я вот тогда начал прям дигать, и сам вот это тоже, как бы, жанр и поджанр начал расти, стало все больше и больше вечеринок, и сейчас, конечно, да, оно прям несется. И мне кажется, еще годик где-то оно будет нестись. Вот. И оно, мне кажется, даже станет таким, ну, назовем это upper ground, где, ну, вот такую музыку будут играть, ну, почти во всех техноклубах. Потому что оно прям захватывает новую аудиторию, людям это прям нравится. Как бы прошло уже время вот такого какого-то слишком темного и слишком, ну, монотонного техно. Вот люди больше переходят на это. Это мои наблюдения, опять же, я могу быть неправ, но даже в Бергайне, где, ну, в целом всегда играла, ну, такая больше бэндклоковская, да, история, сейчас играют ребята, как, я не знаю, Марон или кто еще там играл, Филбер, по-моему, там играл. Как этот поджанр техно называется? Ну, смотри, мы его называем роллинг техно или груви техно, да, но многие его называют хардгрувом. Хотя вот, ну, к оригинальному хардгруву из 90-х оно, ну, как бы не совсем подходит. Ну вот хардгрув, груви, роллинг техно, вот так вот. Сколько ты лет уже диджеешь? Я начал диджеить в конце 2019 года, но я был больше бедрум диджеем, как бы записывал просто сеты через контроллер там для SoundCloud, и у меня была такая позиция, что я никогда не буду играть на своих вечеринках, что я буду только автопати диджей, играть автопати музыку, которая будет людей выводить на какой-то там типа другой уровень, но потом со временем это немножко поменялось, как бы появились какие-то новые проекты, и как бы пул музыки стал намного больше, что я начал играть, ну, сначала, наверное, с начала 2021 года. Обучался как? Сам, даже не по интернету, просто был контроллер, и я как бы познавал какие-то его личные там элементы, какие-то техники, но учился полностью сам,
с нуля. А как контроллер у тебя появился? Как бы я уже был промоутером тогда, я уже делал вечеринки, и контроллер мне подогнали, сказали, на, пусть он у тебя будет, позаписывай. Я просто с ним игрался, и все. Так как я уже делал вечеринки, было интересно также как бы научиться играть. Как бы я же вижу и кручусь в среде, но сам не играю. Мне такой, блин, как это так? Как бы я устраиваю вечеринки и не играю, но это как-то странно. Как бы нужно понимать как бы кухню изнутри более глубоко, чтобы как бы делать вечеринки лучше. Как у тебя выглядит твоя музыкальная библиотека на компьютере или на флешке? Но она у меня распределена по энергии, по жанрам и по каким-то там кодовым словам. Допустим, я не знаю, сладкое облако условно. И там я как бы пихаю музыку, которая у меня ассоциируется со сладким облаком. Вот такое. Либо это просто техно, новая техно. Такое тоже есть. Раньше я как бы делил музыку по лейблам. Вот, но я потом понял, что это, ну, не очень эффективно, и я начал вот как раз-таки ассоциативно по каким-то жанрам, под какими-то кодовыми словами как бы музыку распределять. Ну, допустим, я собираю сет для Moist Pepper Party, я накидываю музыку с разных папок в одну, называю ее Moist Pepper Party, распределяю ее по BPM, распределяю ее по вот, ну, какому-то настроению, и как бы потом с этого плейлиста играю. С сектой немножко все просто, потому что, ну, там один жанр, да, как бы, ну, условно, да, там техно один жанр. Конечно, там, ну, и гипнотик есть, да, и хард-грув есть, но в основном, как бы, я просто пихаю вот под какую-то вечеринку, там, свежую музыку, которую я вот только купил, там, условно, 100 треков туда закинул, уже из них, как бы, выбираю, куда она пойдет. Это все в рекордбоксе, да, делаешь? Да. Ну, как бы, мне бы, конечно, хотелось быть таким, типа, снобом, который даже не анализирует свои треки, но я понимаю, что мне не до конца хватает скилла, чтобы я такой, пофиг, давай. Типа снобы — это те, кто просто кидают на флешку такое без всё, анализа. такое Мы там разберемся, да, на да, сессии. ну, вообще, да пофиг, да. Я там, типа, просто закинул. Я даже вообще ничего не буду делать. Я просто треков накидал, я как бы знаю все треки. У тебя такие есть знакомые? Да. Это такой, типа, уровень, который они еще не играют на пластинках, типа vinyl only. Вот, но они уже не рядом. ребята, которые анализируют свою музыку. Ну, таких немного, но есть знакомые, да. В основном старички, которые, ну, как бы не признают всю вот эту новую историю. Да. А ты именно готовишь, типа, сет в плане, там, это первый трек, это интро, это второй трек, это за ним-то вот они хорошо сведутся? Только если я записываю сеты для, ну, какого-то подкаста или для какой-то радиостанции, тогда да, я как бы продумываю свой сет. Если это вечеринка, то я чаще всего выбираю только первый трек. Да, интро, которое будет. А остальное я уже, ну, в зависимости от энергии, в зависимости от аудитории. Потому что, ну, иногда, когда... Ну, главный минус планирования музыки — это то, что ты отключаешься от людей, которые есть там, да, и ты не можешь почувствовать, ну, что там происходит. Я, конечно, играю музыку для себя в первую очередь, но я не могу играть в пустоту. Как бы все равно есть какое-то взаимодействие. Я играю то, что мне нравится, при этом как бы попадая в энергию людей, которые, ну, там есть. Вот. Но мне кажется, для меня самый главный, опять же, мой тренинг был это вот, ну, Moist Pepper Party, потому что там как раз все про эту прогрессию. И это мне очень сильно помогло потом играть где угодно. Я вообще, ну, типа, не волнуюсь. Если бы ты играл, допустим, мелодик техно, да, нам бы было сложно с друг другом общаться. Потому что это, ну, музыка, которую мне сложно воспринимать. А, ну, поп-музыку я люблю. Хаус-музыку я люблю. Я люблю всю музыку, которая не построена на простых каких-то пресетах, которые люди просто используют и там за 2 дня делают какой-то трек. Когда мелодик техно начиналась, да, как, я не знаю, феномен, да, это было интересно и круто. А сейчас это превратилось в то, что там, я не знаю, каждый второй, ну, короче, да, там есть такая прослойка, где просто я продюсер, а там ты слушаешь, а это, ну, там, условно, как будто бы с Ютуба чувак написал how to do, и он просто с Ютуба все скопировал, купил сэмпл пэк на битпорте, и все, и такой раз, и все, у него там типа трек. Я полный идиот по жанрам. Можешь мне вот сейчас на телефоне, если тебе удобно, показать какой-то самый яркий вот трек в мелодик техно? Потому что я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Блин. Tale of Us, ну ты же знаешь Tale of Us? Или не знаешь Tale of Лучше Us? поставь. Хотя, ну, вот первые какие-то вот релизы
Tale of Us еще, когда они тусили с диджей-теннисом, они в целом были неплохими. Tale of Us — это диджей, группа. Диджей. Да, это вот. Это считается мелодик техно. Да. То, что типа там всякие артбат, монолинк, вот это, да? Да. техно. Но у них понял. это вот прогрессив хаус, мелодик техно. Я понял, да, Ну, вот, что-то. хотя, знаешь, Я вот, это не очень люблю, да. типа по факту, да, мелодик техно как жанра не существует, но он как-то уже настолько прижилось вот это понятие. А так это, дип прогрессив. Все, я понял, просто это то, что играет Soho Garden обычно. Да. Я понял. Да, я это не очень люблю. Я думаю, если я покопаюсь там пару часов, я точно что-то для себя прикольное найду. Но я вообще понял, что, в принципе, наверное, в каждом жанре я найду какое-то количество треков, которые мне в целом прикольно будут. 100%. Просто, знаешь, опять же, вот есть музыка, где, типа, прослойка плохой музыки, она такая большая, а прослойка хорошая в этом, поджанре или жанре, она очень маленькая. Я не знаю, электрохаус, он в какой-то момент стал, настолько массивным, что прослойка хорошего электрохауса, она достаточно маленькая, есть много, говна, которые на друг друга очень сильно похожи, и как бы неинтересно уже. Вот для меня вот это самый главный показатель. Как я, допустим, разделяю для себя как бы музыку от хорошей и плохой. При этом, я, честно, слушаю очень много разной музыки. Да, и у меня нету какого-то прям X, но вот всегда, когда я общался там с мелодик техно ребятами, но это часто люди, которые в музыке вообще там типа не разбираются, они хотят быть в диджейской тусовке, они хотят там типа играть на яхтах, они хотят играть в Soho Garden, но как бы у них нету... Да, на техно and chill, и они такие, я так люблю техно, это так классно, там давайте пригласите меня, типа, поиграть на секту, я же техно играю, и такой, типа, это как вот с ребятами, которые хард техно играют, тоже вот сейчас TikTok взорвал хард техно, и они такие, вы же играете хард техно, я говорю, не, мы не хард техно играем, вы чё? Если хочешь, да, если ты хочешь как бы влиться к нам, и ты хочешь поиграть у нас, без проблем, мы можем с тобой прийти ко мне домой, мы можем с тобой вместе поиграть, я тебе покажу, что мы играем, и что мы считаем как бы музыкой, подходящей под нашу вечеринку. И потом, да, без проблем, запиши несколько кассетов, и мы как бы тебя пригласим, ты сможешь поиграть. Как к тебе тогда пришла идея войти вот в эту всю клубно-культурную историю? Все началось с 2017 года. Мы с моим товарищем выиграли билеты на Tomorrowland. Tomorrowland, он каждый год проводит мероприятия по всему миру. И вот последний день Tomorrowland, который прям Tomorrowland в Бельгии, да, они проводят такой общий, то есть в разных точках они соединяют по видеосвязи последний час и закрывают фестиваль. Условно, фестиваль сам здесь 12 часов, 11 часов играют диджеи, и последний час как бы они подключают через видеосвязь, и как бы ты слушаешь вот этот закрывающий сет Tomorrowland. И тогда я первый раз так, более глубоко уже познакомился с электронной музыкой. Конечно, это, было совершенно не то. Это была вот эта фестивальная большая бум-бум музыка, да. Но было интересно, было прикольно, и после этого я начал уже немножко глубже копать. И так получилось то, что я съездил в Чехию, посмотрел, как там люди устраивают вечеринки, и после этого попал в Москву, и вот мне кажется, с Москвы начался прям мой глубокий уже интерес в музыке. Сначала это был вообще типа сайт-транс, это не было техно, ничего. Как бы я знал уже о техно, я как бы уже слышал какие-то там моменты, мне было интересно, но как бы основная музыка была трансовая. И после этого просто глубже начал копать. Я понял, что в целом техно, оно набирает очень сильно обороты, оно интересно звучит. И уже когда я вернулся с Москвы обратно сюда, я такой, надо что-то делать, надо быть вхожим в культуру. Начал снимать видео для местных промоутеров, для местных клубов. И после этого встретил человека, Энтони Дрона, который сейчас делает Oblivion. Он такой, у тебя все есть, почему бы не начать вечеринки? И так вот появился мой первый проект «Синдром», который как бы меня, можно сказать, как бы продвинул здесь в местной сцене, познакомил меня со всеми важными людьми.
И с этого начался мой такой серьезный путь уже как промоутера. То есть ты, приехав из Москвы обратно сюда, подумал, что, надо что-то делать, мероприятия какие-то в этой музыкальной сфере. Нашел человека, который уже был в этом музыкальном клубном бизнесе. У него был свой клуб в Стокгольме, назывался Anstalten, и он приехал сюда вот буквально, и как бы мы начали с ним уже вместе как бы более серьезно прорабатывать сцену. Как бы ему хотелось как бы себя больше показать, у меня уже были знакомства и люди, и как бы с этого, да, все началось. Не было страха организовывать первое мероприятие, там никто не придет? Нет, ну потому что я же знал людей, я уже мог как бы лично пригласить людей и сказать: приходите, это мое первое мероприятие, и как бы я знал то, что меня люди поддержат, не было страха. Я знал, что я делаю что-то, ну, достаточно необычное для местной сцены, тогда еще никто, как мне казалось, никто еще не делает то, что делали мы. Вот, потому что я не был знаком с андерграундной сценой, я был знаком более с коммерческой, которые вот играли как раз-таки мелодика, прогрессив. Там мы очень сильно выделялись, и мы вот более коммерческих людей познакомили с более андерграундным звучанием. То есть те люди, которые никогда не были в аналог-руме, которые не были там в буги-боксе, которые не были в не ходили на рейв-мувмент, мы их познакомили с этим. Ну вот, и это очень сильно помогло также как бы какой-то респект получить и от андерграундных ребят, потому что такие, ничего себе, прикольно, классно, у вас своя аудитория есть, и как бы вы их обучаете, что-то им новое показываете. По сути, ваша первая аудитория была просто твои знакомые, которые уже тебя хорошо знали, к тебе хорошо относились. И такие мы, скажем так, они были к тебе очень лояльны, по сути, ко всему, что бы ты ни сделал. Да, конечно. Кинотеатр, какой-то шоп, там, вечеринка, они все как бы твоя целевая аудитория собственная. Да, конечно. Это были люди и их друзья. Сколько человек было на первых мероприятиях? 200 человек. Как бы это уже, как бы, мне кажется, было так, я смотрел, ничего себе, полный зал. Это типа из ряда там 70 твоих знакомых и 130 их друзей? Да, ну примерно так, да. Ну и были какие-то там, конечно, постояльцы от тех мест, где мы там играли, но их был минимум, мне кажется, наверное, человек там 50, потому что мы делали их не в очень таких раскрученных местах, у которых не было прям своей какой-то серьезной аудитории. Это какие-то клубы, да, были, бары? Да, первый клуб Industrial Avenue, он уже тогда немножко затухал, у него были прям хорошие годы, когда они там типа прям были всегда полные, вот, но именно с электронной музыкой у них тогда не задавалось, и мы такие: давайте мы вторую комнату поменьше возьмем, сделаем что-то свое, они дали добро, и как бы так получилось. И вот всем этим занимался ты? Ходил по местам, договаривался, общался? Да, я и вот Энтони Дрон, мы были такие вдвоем движущей силой. Конечно, были люди еще, которые как бы участвовали в организации. Был Джад в Бейруте, Серега, мой очень хороший товарищ, JC и Давид, они занимались съемкой. То есть у нас, люди занимались разными вещами, но именно в плане организаторства и как бы ходьбы, и поиска мест, планирования как бы вечеринки, этим занимались, я и Энтони Дрон. Расскажи, как у вас мероприятие прошло предыдущее, куда ты меня звал? На яхте? Ну, это не яхта была, это был доу, это старые такие арабские лодки. Ага. Вот. Прошло очень хорошо, очень так лампово, прикольно. Мы встретили закат, покатались по вот старому крику здесь, в Дубае. Мне прям очень понравилось. Я думаю, что мы еще раз сделаем до конца вот этого аутдор сезона. Сколько людей было? 80-85. Ну, там достаточно маленькая лодка, мы столько и планировали. Я у тебя вроде бы спрашивал, хочу еще раз спросить, в чем концепция вот этих мероприятий, которые вы делаете? Как это переводится? Мой ПП-пати — это влажная бумага, вечеринка влажная бумага. Мы просто делаем вечеринки в старых, полузаброшенных или заброшенных клубах и барах в старом Дубае. Вот либо в бассейне. Ну, либо бассейн. Но бассейн — это да, это тоже была такая вот, интересная история, потому что, к нам уже подходят, нас уже знают там хозяева каких-то барчиков и отелей. И к нам пришел один и говорит: вот у меня, место есть, оно находится, типа, на последнем этаже, как крыша, да, но она крытая, типа, и там у нас бар. Приходите, посмотрите, может, вы что-то сможете с этим сделать. Мы такие заходим туда, видим этот бассейн очень ярко, и я смотрю на Сирила и говорю: мы делаем здесь вечеринку, мы сливаем полностью воду с этого бассейна и делаем как бы танцпол
в самом бассейне. Он такой, да, вообще классная идея. Да, работы было, конечно, много. Во-первых, первая вечеринка нам обошлась тоже достаточно дорого, чтобы слить эту всю воду. Потом ее обратно залить мы потратили, где-то в районе 5-6 тысяч. Вот. При Это учете ваша трата. Да, при том, что мы раньше вообще, почти ничего не тратили. На мой спой-по-пати мы просто звук туда привозили с аппаратуры и все. А тут, да, это были такие первые, давай, ладно, хорошо, давай сделаем. Все, что вы зарабатываете, вы, собственно, в следующем мероприятии, или вы себе что-то Да, оставляете? все уходит обратно. И оно просто копится там. И потом, когда есть какие-то такого сорта траты или нужно какую-то аппаратуру докупить, мы просто оттуда деньги берем. Еще одна из главных концепций, то что мы именно с Сирилом, мы такие сторонники очень длинных диджей-сетов. Если бы нам дали возможность 12 часов играть, да, или там 24 часа играть, мы бы делали вечеринки на 12-24 часа. Но так как мы здесь немножко ограничены во времени, мы делаем там 5-6 часов. Это либо back-to-back, либо это один диджей, который играет. И, один диджей играет 5 часов. Да. И самый прикол, это как раз перебор этой музыки, прыгание с жанра на жанр. И там мы начинаем условно там 60 иногда или 80 BPM, дорастаем там до 180, 200, там играем какой-нибудь там жесткий футворк. И это может быть и джаз, и русский шансон, и рэп, это и может быть драм-н-бейс. абсолютно что угодно. Главное, люди это не понимают, история. что будет. Люди не знают, что Никогда будет. нет. Это сюрприз. Да, я один раз начинал свой сет с Тригаутрики. Такой, да, и прикольно, классно, люди это хорошо воспринимают. Классно что, если ты хороший диджей, ты можешь создать какую-то историю, да, из той музыки, которая у тебя есть. Ты можешь создать феномен, когда человек приходит, он слушает одно, через 3 часа он такой, ебать, я там слушаю техно сейчас, я техно ненавижу, но как-то получилось так, что эта история меня привела к техно, я сейчас, колбашусь вместе со всей этой аудиторией, это классно, это супер. Смотри, что нужно сейчас в декабре 23 года сделать людям, чтобы организовать в Дубае вечеринку свою? Мне кажется, первое — это знать людей, быть вхожими в тусовку, знать людей, которые придут на твою вечеринку. Это залог вообще успеха. А второе — это определиться с тем, что тебе интересно, какую музыку ты хочешь играть, как ты создашь experience этой вечеринки и, соответственно, тестово ее на сцену вывести, показать то, что может быть так. И уже собрать какую-то обратную связь, посмотреть, насколько это людям заходит, и от этого уже дальше развивать свой бренд. И найти место. Но на самом деле место здесь легко найти, потому что это не Европа, это не Россия, где большинство мест работает по принципу приходи, снимай у нас помещение, делай свою вечеринку. Сюда можно, почти в каждое место, если это не какой-то там Soho Garden, прийти, сказать то, что давайте работать по проценту, у меня есть аудитория, я хочу что-то опробовать, и там сделать. Основная сложность — это звук и аппаратура, которую в целом всегда можно снять без каких-то огромных вложений. На твои первые мероприятия ты вкладывал свои деньги? У меня почти на каждую вечеринку у меня бюджет был 0. У меня всегда все было. Просто я копил ресурсы каждый раз, каждую вечеринку. Я эти деньги не тратил на себя. И покупал новые вещи, которые помогали легче делать вечеринки в будущем. То есть вначале это были какие-то места, где уже это было, а потом уже по истечению какого-то времени появился и свой звук. Жил тем, что я где-то что-то хаслил, где-то что-то играл, но с вечеринок я никогда деньги не брал. Где-то что-то снимал, где-то что-то подрабатывал, как, я не знаю, промоутер условно. Какой-то серьезной работы не было. Серьезная работа у меня появилась во время ковида, когда, вечеринки все встали, и нужно было как-то выживать, и я первый раз устроился в консалтинговую компанию. И это, кстати, очень сильно помогло, потому что появились какие-то свободные деньги, которые я также мог во что-то вкладывать. Что входит в твои обязанности на твоей основной работе? Не знаю, топ-5 твоих дел, которые ты делаешь каждый день? Скажу так, первая моя главная обязанность — это чтобы все процессы, которые уже налажены, работали так, как они должны работать. То есть, чтобы наш дистрибьютор правильно выполнял обязанности, чтобы наши продажи постоянно росли.
Вторая моя обязанность – это улучшение продаж, то есть проведение определенных там встреч с различными ритейл-группами, с различными торговыми точками для того, чтобы создавать почву для нашей рабочей команды, чтобы, опять же, они могли продолжать продавать. Прорабатывать маркетинг, стратегии, прорабатывать новые возможности для нашего бренда в регионе и, возможно, в новых регионах, да, то есть я еще пока не дошел до новых регионов, но это как бы тоже входит в мои обязанности как регионального менеджера. И, соответственно, как бы набор персонала, чтобы как бы всем все нравилось, чтобы все как бы правильно делали, чтобы все как бы были довольны своей работой, вот. Как будто, кажется, это совсем не творческая работа. Нет, она творческая, потому что она же тоже требует каких-то новых идей, каких-то выходов из ситуации и так далее. То есть и прорабатывание того, как это в конечном итоге будет выглядеть, это тоже на самом деле творческая работа. Просто она немножечко на другой плоскости находится. Но инструменты, они все те же самые. Как ты относишься к Нине Кравец? Слушай, я с Ниной Кравец на самом деле общался. Ух ты! Да, у меня как-то удалось пообщаться с ней, был ковид, и она приезжала играть в пустыню в Рассельхейме, там ребята снимали подкаст, и она закончила, и мы с ней пообщались. И было достаточно интересно, как бы у нее была такая позиция, где она типа сидит на студии, она вот занимается тем, что она просто делает вот эти лупы в музыке, и из этого набирается что-то такое, интересное. И мне эта позиция очень сильно понравилась. Тебе нравится музыка ее? У меня есть несколько пластинок, вот от Трипа. Есть одна пластинка ее, которая... А как она? Первая самая, Гетто Кравец. Не Гетто Кравец, а Тесно, тесно, необъятно. Вот это, я не помню, по-моему, как-то она так и называется. Честно, необъятно или тесно, необъятно. У меня есть ее пластинка, да. Как бы очень грустно, что ее, сейчас канцелят, да, из вот этой всей ситуации с Россией и Украиной. Не очень жалко, что как бы много артистов попали что она под не раздачу. высказывается на тему... Да, может быть, она действительно там про Путина, да, и про российское, но интересно, она много всего внесла в сцену, особенно для девчонок, да, которые так, хотели как бы быть в этой культуре больше представлены. Она была одна из первых. Вот она, Настя, кто там еще? После Амели Лэнс. Анфиса Летяга — это прям новая. Дебора Де Лука, по-моему, тоже вот достаточно старая. Как бы классно, я уважаю, что она сделала. Я слышал, конечно, были слухи, что она там, типа, ей гострайтят ее треки, но я, если честно, не находил этому никогда как бы конкретного такого доказательства. Как вот, допустим, с Peggy Gou. Вот с Peggy Gou я прям уверен, что она музыку не пишет. Ты какие-то нашел доказательства, что ей... я общался просто, да, с людьми, которые там, типа, ей музыку типа писали. Как ты к этому относишься, что таким большим диджеям гостят музыку? Слушай, она же, такой, как условно, проект, да, она достаточно много приносит денег определенным людям, да, поэтому, это справедливо, ладно, хорошо, что с этим можно сделать, как бы, бывает. Реально, бывает. Ты понимаешь, да? То есть не осуждаешь? Не, бывает, хорошо. Просто, не осуждаешь? А за что мне осуждать? Как бы все же люди по-разному крутятся, по-разному там себя проявляют. Ладно, хорошо. Как бы прям уважать, да, классно. Я не могу, но осуждать это я тоже не могу. Понимаешь? Может быть, если бы я был Peggy Gou, да, скорее всего, я бы так же делал. Потому что, извини меня, получать такие гонорары, жить, не волноваться об этом, быть всегда в тусовке, это же круто. И просто когда у тебя график там 7 дней в неделю, ты в 7 разных городах, как будто бы у тебя просто нету времени на то, чтобы искать там кик или хэт. Да. Конечно, есть люди, как, я не знаю, как Рикардо Виллалобос, да, который там типа пришел, обдолбался и там, я не знаю, записал 40 минут какого-то лайва, отправил, говорит, выпускайте. Нарежьте там, что вам понравится, выпустите. Да, не все такие. В чем, как думаешь, феномен Нины? Она одна из вообще первых диджеев, наверное, в принципе, девушек в техно. Да, мне кажется, что с этим тоже многое связано. И достаточно неплохого
интересного, добавление вот этой, знаешь, женской энергии в музыку, это прекрасно и классно. Понимаешь, и она как бы не скрывает, да, то, что она вот, ну, есть вот эта женская энергия в этом. Это здорово. Мне нравится, я могу это послушать. А как тебе релизы на ее лейбле? На трипе много хороших релизов. Но у меня, говорю, несколько пластинок есть. Shadow Wax у меня есть Нина Кравец. И вот от Дыбышкина что-то тоже у меня, да. Ну, Дыбышкин, да, интересный тоже. Как тебе его музыка? Ну, тоже интересная, классная. Я ничего, правда, от него, ну, не играл на секте, да, но там есть много треков, которые я бы мог сыграть на секте. Почему ты, допустим, сделав мероприятие, получив оттуда какую-то прибыль, почему, допустим, не пошел там в рестораны, купить себе одежды, не знаю, поехать на море позагорать, решил вложить это все? Ну, это же как ребенок твой. Я относился к этому всегда как к своему ребенку, которому нужно внимание, которому нужны ресурсы для того, чтобы вот, ну, расцвести и приносить мне какие-то блага, там, я не знаю, известность, удовлетворение в том, что как бы людям все понравилось, как бы, и также как бы усовершенствовать каждый раз, делать вечеринку лучше и лучше. И мы покупали, ну, первое время какой-то свет мы там купили, знаешь, какую-то там, я не знаю, аппаратуру первую купили. Это всегда было так прикольно, когда ты видишь это в действии, в работе. И это намного прикольнее, чем тратить эти деньги на себя, там, на какие-то шмотки или на там, рестораны и так далее. У меня были знакомые, которые занимаются арендой, и я как бы просил, ну, помогите, пожалуйста. Что вам не жалко вообще? Что вы можете дать, да, для того, чтобы мы как, ну, немножечко вложились в культуру, немножечко вложились в сцену здешнюю. То есть вам же ничего не стоит, вы зарабатываете там большие деньги там с каких-то больших мероприятий, а мы маленькие, что с нас взять? Мы все равно вам много денег не принесем. И кто-то помогал, кто-то не помогал, но как бы никогда не было такого, что типа нет, мы там не будем с ними сотрудничать, просто все уходило в деньги. То есть если кто-то там, ну, просил большие деньги, и мы не могли как бы этим воспользоваться, мы этого просто не делали. То есть я первый раз начал как бы снимать какую-то аппаратуру только когда у меня появились уже более серьезные проекты, и прям нужно было. Но мы максимально как бы быстро решили, что мы сами найдем и купим свою аппаратуру. Там буквально там 4 месяца мы снимали, а потом раз мы все деньги, которые у нас были, вложили в аппаратуру. Для меня самое главное это, что люди подходят и говорят: блин, так классно было, так прикольно, спасибо большое, что вы делаете что-то новое, что-то свежее здесь. Нашу жизнь здесь в Эмиратах окрашиваете в новые краски и делаете наше существование здесь лучше, проще. Понимаешь, это, ну, такая-то как миссия, да, и миссия, которая, ну, приносит удовольствие. Я от этого ничего не теряю. Как бы, если мне это надоест, то я завтра скажу: все, больше мне это не нужно. Я могу это в любой момент сделать, и моя жизнь от этого не будет зависеть. Опиши в 3-5 словах вашу аудиторию. Она достаточно открытая, она достаточно простая и достаточно дружелюбная. Очень простые люди, которые просто хотят прийти и насладиться атмосферой, пообщаться с людьми и потанцевать. Чем они занимаются? У нас много ребят, которые из местной там арт, фэшн тусовки. Многие люди, кто в креативной среде, там в креативных агентствах работают, в маркетинг-агентствах работают. Но креативно не инфлюенсеры. Ну, бывает, конечно, на секту приходило пару раз, да, но мы таких людей тоже выгоняли. У нас был момент, сейчас я быстро расскажу, пришел какой-то инфлюенсер, там, он миллионник, что-то, его никто не знает, и он там стоит и просто вот, ну, в упор, там, я не знаю, снимает, а у нас на тот момент мы хотели сделать, чтобы, ну, вообще камер не было, да. И мы такие один раз говорим: ну, пожалуйста, не надо, типа, все, давай, ну, типа, успокойся, наслаждайся вечеринкой, не надо ничего снимать. Он говорит: у меня 1 миллион подписчиков. Мы говорим: слушай, нам все равно, сколько у тебя подписчиков, нам как бы вот, ну, твоя бесплатная реклама не нужна, как бы мы не про это. Мы отошли, проходит 30 минут, он опять это делает, мы его выгоняем, они такие типа: чё, да я всей своей аудитории скажу, какие вы там плохие, какие вы неправильные, вы меня выгнали. Да, это жестко. было так, да, очень странненько. За тебя. Спасибо большое. Ты разбираешься в виски, прям ценитель. Ну, любитель, можно так сказать. Вот. Как давно? Ну, месяцев 6, наверное, не так давно, да.
Просто я начал смотреть подкасты со старыми дядьками, которые очень любят виски, и мне так вообще понравилось, потому что у каждой там винокурни, вискокурни есть своя история, и как бы они все достаточно особенные, и вот именно во вкусе копаться, ну, мне понравилось. Это почти как музыка, тоже такая глубокая, интересная, разнообразная. Ну да, то есть ты такой все-таки эстет и в музыке, и в напитках. Виски, винил, какие-то, мне кажется, благовония, картины. Да, твоя да. тема. Ну, вообще все, что касается вот какой-то вот немножечко глубины, мне все нравится, и мне нравится погружаться в это и пытаться разобраться, вот, как бы я так скажу. В Дубае много вообще мест вот с такой как бы философией, аутентичностью? Блин, ну я могу только про себя говорить. Я не знаю, видишь, я не копаюсь в головах людей. Ну, мне кажется, то, что мы немножечко особенные. То есть все равно у нас какой-то такой подход, он более душевный, простой, не связанный с деньгами, с глянцем дубайским. И как бы мы просто хотим сделать жизнь людей здесь лучше, проще, приятнее, чтобы они, ну, чувствовали себя дома, потому что мы же все здесь, ну, большая часть приезжих, ну, вот, и как бы мы вспоминаем... 90%. 90%, вот именно, да. Как бы... И хочется просто, ну, сделать что-то душевное, классное, чего здесь в Эмиратах не хватает. Есть классные промоутеры с классной музыкой, но, к сожалению, я не знаю, какой у них внутри итос, то есть о чем они думают, когда они делают вечеринки. Вот когда я приехал в Дубай, мне вообще показалось, что я не в своей тарелке нахожусь. И оказывается, вот есть люди, которые все-таки увлекаются. Ну, поэтому мы это и делаем. Мы создаем это для себя и для людей, которые думают так же, как и мы. Но важно создавать душу города. И мы хотим как бы быть причастны к этому. И с какой-то вот, ну, одной стороны как бы сделать этот город привлекательнее для людей. Потому что, ну, если бы не это, честно, вот, ну, Джулиан и Лиса, Сирил, да, мы с ними говорили до того, как мы стали делать вместе проекты с ними, они хотели уехать отсюда. И теперь как бы вот оно все так перевернулось, они такие, уезжать куда? У нас самая лучшая сцена, у нас типа самый лучший город, потому что, да, его нужно раскрывать. Правильно ли я понял, что ты не переходишь туда полностью, вот в организацию всех этих мероприятий, потому что ты вот боишься потерять этот нерв, да? Нужно будет подстраиваться, нужно будет рассчитывать ресурсы так, что я что-то от этого проекта беру, то есть меньше в него вкладывать. Вот. И это для меня как бы большой такой вопрос, который, ну, я для себя решил, что я лучше это делать не буду. Я лучше какой-то привоз хороший сделаю. Я лучше, я не знаю, куплю там еще звука, чем я буду жить этим сам. Как бы я могу позволить себе это совмещать. Как бы у нас есть правильные люди, вот, ну, Джулиан и Лиса, да, которые там берут ответственность в определенных там моментах. Я беру какую-то ответственность. Мы ее делим, и у нас хватает ресурсов делать это парт-таймом, а не постоянно. И делать это качественно. Если это когда-нибудь перерастет в такое, что это будет нам приносить там миллионы, да, условно, и мы сможем спокойно на это жить, не забирая много с проекта, тогда, блин, конечно, да, можно будет это как бы рассматривать. А сейчас, как бы, на данный момент, зачем? Зачем? И то, на самом деле, я 100 раз подумаю, хочу ли я как бы оставлять свою работу, потому что мне моя работа тоже нравится, и она очень сильно помогает мне как бы в моем увлечении, в моей миссии, да, там те же самые продажи, они помогают взаимодействовать с твоей аудиторией, планировать, как бы, что дальше делать и как это дальше делать. Хотя это вроде бы абсолютно вообще разные как бы сферы, но оно все в конечном итоге взаимосвязано, как бы. Как ты берешь музыку? Ты ее скачиваешь, покупаешь? Да, ну в основном Bandcamp это такой основной, да, мой пул, откуда я беру. Иногда мне присылают промо уже, ну, типа, ребята, с которыми я там общаюсь, с которыми у нас есть какие-то контакты. И очень редко, прям, ну, супер-супер редко я покупаю музыку в битпорте. Просто потому что я нахожу битпорт как бы неудобным для себя. Там, типа, один раз скачал, а потом нужно писать им, чтобы они тебе опять разрешили скачать. И такой, блядь, ну, суки. Только покупаешь?
только покупаю. Расскажи про этот принцип. Вот у вас была недавно вечеринка палестинской музыки. Там, как я понимаю, очень редкая музыка, которую купишь. Там, как мы нашли, да, большинство треков. Сирил, когда ездил в Ливан, да, он заходил в один, такой, типа, магазин дисков, и там старенький дед, ему, накачал целую, там, я не знаю, 300 гигабайт музыки арабской вообще в целом, и распределил ее по странам. Как бы много музыки оттуда взяли. Просто на флешку? Да, много музыки мы взяли опять в Bandcamp'е. Можно по тегу найти, типа, по теме. И когда ты заходишь на тег Палестина, там на самом деле очень много музыки, которая была релизнута за последние там 10 лет, которая посвящена только Палестине. И как бы какую-то часть музыки мы взяли оттуда. Но классика, да, она вся с Ливана пришла как раз-таки с того магазина CD. Почему покупать решил, не скачивать? Раньше, когда я только начинал, да, я честно признаюсь, я скачивал, я не знаю, рипал ее там с Ютуба, пользовался SoulSeek и так далее, но когда я уже начал, получать какие-то тоже деньги, да, я начал покупать ее. У меня, когда я начинал, денег не было. То есть я работал там на зарплату условно, типа 6 тысяч дирхам, да. И я, за это все время я в работе очень сильно вырос, да. И я очень сильно вырос как, промоутер, как диджей. И мне уже, стыдно не поддерживать там, типа, ребят по цеху, которые реально стараются и делают свою музыку, понимаешь. И плюс ко всему, самое тоже главное, это качество музыки. Я сейчас играю только AFF. Только AFF. Все, у меня, нету уже там MP3 вообще просто нету. И это случилось такой, свич, когда я перестал играть MP3, это когда у нас появился свой хороший звук на секте. И я послушал MP3, которые там у меня были, и я услышал разницу в звуке. То, что пропадают действительно какие-то частоты, и звук звучит неполноценно. Конечно, когда ты играешь, условно, на каких-то пиашках, да, там, в небольшом заведении, там разница не слышна, можно играть что угодно, там, я не знаю, 128 вообще играй, MP3, и нормально, но на большом звуке уже разница очень сильно чувствуется. Если бы ты был open формат диджеем, играл бы вообще все там от современной попсы до там афробита и так далее, ты бы тоже как-то покупал бы это все? Допустим, как я сделал, я не писал мегазвездам, да, мне кажется, они бы не ответили, но допустим, ребята, которые мне нравятся из русской, да, сцены, я писал Лауду, писал Элли. Я говорю, я хочу играть вашу музыку в лучшем качестве, и мне скидывали. Выход можно найти всегда. В крайнем случае, если ты не можешь найти, да, вот тебе SoulSeek. В SoulSeek все что угодно есть, ты просто своей библиотекой там делишься. И можно даже анрелизы, там дофига там ребят, которые просто анрелизами какими-то своими делятся. У тебя вот эта аудитория, которая сейчас, это та же самая аудитория, которая была у тебя, когда пришли на первую вечеринку? Отчасти. То есть она же все равно менялась, росла, кто-то улетел уже. Потому что, Эмираты же это такая страна транзитная, люди сюда приезжают, уезжают постоянно. Но всегда, да, подпитывали тех уже, кто постоянно ходит, да, есть какие-то прям супер старички, которые еще были на моих первых мероприятиях. И есть много новых людей, которые, опять же, по сарафанному радио узнали про нашу вечеринку. Потому что, мы же на самом деле очень интересный кейс. Мы единственные сейчас, на данный момент, здесь, кто занимается техномузыкой, именно такой. И поэтому, в этом нет никакой сложности. Когда ты, единственный, кто этим занимается в городе, да, и у тебя такая какая-то монополия, люди — это не проблема. Особенно с техномузыкой. Техномузыка — это популярная музыка. Она там типа в ТикТоке все слушают. Пусть это, да, не то, что мы играем, да, но люди хотят быть причастны к этому, люди хотят быть в этой тусовке, и это очень сильно упрощает все. Про техно, раз уже заговорили, я был вчера на мероприятии, играл такой, я называю это Deep House, не знаю, Minimal Deep House, и я с ребятами общался, которые были здесь на мероприятии. Почему-то 5 из 7 человек сказали мне, что все хорошо, но музыка вообще не нравится. Почему такая какая-то минималистичная музыка, типа Deep House, техно, Minimal House, не знаю, минимал электроники какой-то, она не всем нравится, не заходит людям? Аудитория не та. И видишь, тут тоже такая
тема. Я знаю очень много людей, кому вообще не заходит минимал, да. Я сам очень люблю минимал, но вот я знаю много людей, которые как под это можно танцевать. Это не танцевальная музыка. Я в целом с ними согласен, потому что нужно быть в определенном настроении и в определенной атмосфере, чтобы наслаждаться этой музыкой. Это не простая музыка. Deep House и остальное, это тоже больше, для меня, да, по крайней мере, это больше бэкграунд музыка, это больше музыка, которую я слушаю, а не под которую я танцую. Мне кажется, даже, техно из секты, оно намного проще заходит людям, потому что это прям супер танцевальная музыка. Она достаточно грувовая, быстрая, и люди могут под это как бы двигаться, танцевать, и людям это нравится. Минимал или Deep House это немножко, другое. То есть, конечно, если ты попал, там, я не знаю, на Sunwaves, да, и там играют вот эти все румынские ребята на пластинках, и там вся такая атмосфера, что люди, просто наслаждаются атмосферой и потихоньку двигаются, тогда да, прикольно. Или я бы играл эту музыку для уже своей выстроенной аудитории, которая, им все равно было бы, да, они пришли бы послушать то, что я делаю. Еще видишь, мне помогает то, что я еще и промоутер, то есть я не жду, когда меня кто-то там, пригласит поиграть. Я могу завтра сделать себе вечеринку и на ней поиграть. Многие диджеи, они же ищут, где играть, а я не ищу, где играть. Меня если пригласят, я рад, а если не пригласят, да я сам сделаю вечеринку, приглашу людей, поиграю свою музыку и буду этим доволен. Хотел ли бы ты сам, допустим, делать вечеринки раза 3 в неделю? В разных локациях вообще, городах? Раз в месяц это самый, наверное, правильный подход здесь. У людей есть время отдохнуть от какого-то конкретного саунда и соскучиться по этому мероприятию. И поэтому каждое мероприятие для них особенное. Вот. Поэтому у меня несколько проектов, которые там чередуются, условно. До этого было 3 таких основных. Это вот Little Gathering, Мой ПП Пати, Секта. Сейчас это 2 в основном. Это Мой ПП Пати и Секта. Но вот эта пауза между мероприятиями, она очень важна, чтобы оно не теряло актуальности, не теряло свою ценность для людей. Раз в месяц и Секта, и Мой ПП Пати. Просто были определенные, политические трудности и операционные трудности последний год, где были какие-то паузы, да, там, допустим, мы не делали Секту и Мой ПП Пати, когда ситуация с Палестиной случилась. Потому что у нас очень много людей, которых это волнует, и мы посчитали, неправильно устраивать вечеринки в такую острую фазу такого, серьезного мирового события, и мы сами не хотели ничего делать. И тогда, да, мы взяли паузу. А так, в целом, каждый месяц. Вы делали же шоу-кейс, да, в поддержку Палестины? Да, с музыкой. ПП Пати, да. Это вот, как я понимаю, шоу-кейс в поддержку мирных жителей, это против убийств. И вообще культуры палестинской, да. Мне кажется, они и мало говорят. Опять же, сейчас говорят много, но вот до вот этого конфликта, они говорили мало. И я думаю, что там очень много очень талантливых, интересных, классных людей, которые заслуживают быть услышанными и заслуживают жизни. Вы рассматривали с своим партнером по этому проекту мероприятия в поддержку жителей Израиля, которых там взяли в заложники и которых убили? Мы с Сирилом рассматриваем каждый год делать такие трибьюты различным группам, которые пострадали от чего-то. Конкретно, про Израиль я не могу сказать ничего, возможно, это тоже будет в будущем, и это будет, возможно, даже противоречиво в плане, той атмосферы, в которой мы находимся, но мы в поддержку мира, и мы в поддержку разной прослойки людей, которые пострадали от ненужной агрессии. Это касается всех людей в мире. Если мы это замечаем, если мы имеем такую возможность в какой-то момент, конечно, мы это сделаем. Есть миф такой, который ты тоже разбил в моей голове, что люди из техно-тусовки, они такие, снобы, они не воспринимают, я тебе про это говорил уже в тот раз, что они не очень воспринимают какую-то другую музыку, если ты немножечко уже ушел чуть в поп, даже в хаус уже какой-то более попсовый, все, ты плохой. Я знаю ребят, которые супер снобы, да, которые, играют только пластинки, играют только vinyl only, да, релизы, которые никак не найдешь в диджитал. Есть такое, но
Мне кажется, если человек любит музыку, то он любит музыку во всех ее проявлениях. Как ты работаешь с СМИ, чтобы о вас узнавали? Ты сказал, что ты занимаешься связями с общественностью. Да, ну все очень просто. Я всегда знаю, что у нас очень интересный кейс для Эмиратов. У нас есть статья в Vice. Я просто написал их редактору, сказал то, что вот мы такие-то, такие-то, мы делаем это. И как бы мне кажется, что мы будем для вас интересным кейсом. Как бы мы подходим под профиль вот вашего медиаканала. Давайте, не хотите ли вы что-то написать? Мы уже сделали шоу-кейс Басиане. Мы уже утвердились вот как бренд, у нас уже была бренд-идентичность, уже было достаточно много контента. Опять же, вот этот документальный фильм, который я им скинул, они такие, блин, так классно, давайте, конечно, сделаем. Я захожу только в те, которые нам по профилю. Там Sinoise, Mixmag. Есть ли в планах, в мечтах вот вашей там диджейской компании поехать в Берлин на хор? Не, на хор уже нет, там просто получилось так, то, что они израильтяне, вот, и они такие супер против вот этой ситуации в Палестине, а мы все-таки, как бы ребята региональные, и мы поддерживаем вот ребят из Палестины, вот, поэтому на данный момент нет. Если они поменяют как бы свое видение против там геноцида, против агрессии, то, конечно, да. Но как бы мы за человечность, мы там стоим активно за то, что мы про Украину, мы про Палестину, мы против агрессии, мы против смерти людей. Вот. И любые люди, которые там выражают агрессию по отношению к другим людям, для нас, мы считаем, что они плохие люди. Мы против плохих людей. Вернемся к тебе. Расскажи, какие у тебя есть сильные твои стороны? Наверное, открытость и, простота. Это самые, наверное, мои сильные стороны. И у меня есть, мне кажется, какое-то видение, вот этой сцены, которую я хочу продвигать, я продвигаю. Есть поддержка от людей вокруг меня. Ты дисциплинированный чувак или нет? Мне кажется, в зависимости от ситуации. В каких-то моментах, да, достаточно, в каких-то моментах нет. То есть, смотря, к чему я привык. Там, допустим, монотонно писать что-то на бумаге мне сложно. Но, допустим, постоянно быть в движении, развивать что-то, да, это 100% да. То есть мне не будет лень там после 4 дня без сна пойти и сделать что-то ради, своих проектов, ради своего какого-то видения. Как относишься к отказам, когда отказывают? В каких ситуациях? В рабочих, в диджейских. Вот смотри, мы с тобой, когда дома говорили, я сказал, что мне моя работа корпоративная, она очень помогает в каких-то таких моментах. Я, как человек, который сначала работал в консалтинге, продвигая, фирмы и пытаясь продать их продукты, после сейчас работы в сейлсе условно, да, я привык к отказам. Отказов всегда будет очень много. И мне это, в жизни очень сильно помогает. Также, и ладно, ничего. Я могу вам показать, почему мне отказывать, не нужно. Я могу создать вин-вин историю с вами и без проблем. А если оно не идет, я тогда найду другой выход. Я сделаю как-то по-другому, но я добьюсь того, что я хочу. Когда ты слышишь отказ, какие у тебя эмоции первые? Ладно, окей. Реально спокойно относишься? Да, абсолютно, да. Хорошо, отказали, что ты сделаешь? На подсознательном уровне ты понимаешь, есть ли у тебя место для какой-то аргументации для того, чтобы исправить ситуацию или нету. Если нету, все, проехал поезд, хорошо. Если есть, то я до конца пытаюсь как-то доказать, почему это нужно сделать, как это продать это условно. Видишь? Ты человек реально больше такой какой-то структурный, рациональный, нежели чем какой-то подвластный эмоциям и панике. Не, паниковать это всегда плохо, и было очень много сложных ситуаций за последний год и с сектой, и с мой спайпопати, где мы там, я не знаю, теряли помещение, теряли там какую-то аудиторию из-за чего-то, но оно бывает, и все продолжается, и тебе нужно как-то дальше что-то развивать, поэтому, нету времени паниковать. Паниковать можно уже, ты пришел и такой, все, хорошо, оно прошло. Выдохнул,
И, я не знаю, поплакала, если хочешь, под душем, ну, кому это нравится, и все. Что такое бывает? Ну, когда ты прям тебе нужно поплакать или там какой-то стресс куда-то спустить? Ну, честно, у меня давно такого не было, что прям супер было стрессово и сложно. Вот, но мне кажется, что еще мне очень сильно помогает, то, что я в очень хороших отношениях нахожусь. У меня есть Бианка, человек, который меня во всем поддерживает. Мне не нужно, ну, как бы пар спускать таким образом. Я могу с ней поговорить, сказать, блядь, вот эти пидорасы, блядь, вот так они меня заебали, да. Как бы мы с ней поговорим, она расскажет про какие-то свои проблемы с работой, я расскажу ей, и мы потом выдохнем, обнимемся, закажем еды, посмотрим фильм, и я встаю как свежий человек. И это мне прям в жизни очень помогает. Вот, ну, это, наверное, самый главный, вот опять же, из сильных сторон, да, которые у меня есть партнер моей жизни, которому я 100% доверяю, который меня полностью поддерживает, и с которым мы вот такая команда, и неважно, что там будет, блин, мы всех порвем и все сделаем. Какие-нибудь слабые стороны у тебя есть или такие минусы, недостатки? Да, мне кажется, то, что мой главный минус — это то, что я могу быть слишком настойчивым в каких-то моментах, и я могу быть ленивым в каких-то вещах, которые мне не нравятся. Это, наверное, главные мои вот два недостатка. Но я с ними активно борюсь, и я стараюсь, как бы, пересиливая себя, не позволять вот этим слабым сторонам на меня влиять. Раньше стеснение еще было какое-то, но как бы оно куда-то ушло. Моментов в жизни, когда у тебя вот долгое время что-то не получается, нету каких-то успехов, скажем так, да, и ты в какой-то такой полудепрессии, у тебя такого не было в жизни? Видишь, у меня детство было немножко сложным, да, здесь, несмотря на то, что я в Эмиратах вырос, да, но у меня был момент, когда у меня папа сидел в тюрьме, и денег вообще прям не было. Была жизнь до 12 лет, когда было очень много денег, и была жизнь после, когда денег не было вообще. Да, и тогда это был такой переломный момент, когда ты в подростковом возрасте, нету ничего у тебя вокруг, вы там перебираетесь от друзей к друзьям, и это прям тебя куда-то вот вниз опускает, но в какой-то момент тебе надоедает быть в этом, и ты просто начинаешь как бы не давать возможности себе находиться там, понимаешь? Вот когда ты сидишь, ну, вот на жопе ровно, да, и ты позволяешь, это в своем проявлении тоже зона комфорта. А когда ты постоянно в борьбе, да, тогда ты не в зоне комфорта. И для меня жизнь — это постоянная борьба, и это постоянное вот, ну, стремление к чему-то. Я себе просто не позволяю не стремиться. Даже если будет тяжело, как бы сегодня тяжело, а завтра хорошо будет. Если завтра хорошо не будет, послезавтра будет хорошо. Потому что, ну, есть цель, и есть, ну, какой-то путь, по которому я иду, и за который я цепляюсь. Самое страшное для тебя — это остановиться и не продолжить свой путь. А все, это прям, ну, путь вниз. 100%. Если ты позволяешь себе остановиться и не делать, то ты, ну, скорее всего, как бы упадешь туда вниз. Честно. Даже если ты супер успешный человек, у которого все есть, у которого много денег, ты все равно как бы попадешь в такую ситуацию, где ты будешь в депрессии или еще что-то. И таких случаев же очень много. Ну вот. И я знаю, что нельзя останавливаться. Нужно идти, делать. Если что-то надоело, ты больше это делать не хочешь, делать что-то другое, ну, как бы быть постоянно вот в этом. Ну, а ты себе даешь время там на то, чтобы отдохнуть, отвлечься, просто ничего не делать, там валяться, смотреть кино? Конечно, но, понимаешь, это всегда что-то делать и быть в движении, это не значит, что ты это должен делать каждый день, 24 часа ты встал и ты постоянно что-то делаешь. Конечно, да, как бы я говорю, мы с Бьянкой фильм можем посмотреть, и все, но у меня всегда в голове есть там, хорошо, мы там посмотрели что-то, завтра нужно сделать что-то, да, там, или у меня по планам есть вот это. Да, где-то какие-то моменты я делегирую, где-то какие-то моменты я делаю сам, но всегда что-то делается. Понимаешь, не бывает такого, что ничего не делается. Даже, ну, смотрение фильма, да, условно, это тоже делание что-то вместе с Бьянкой, которое позволяет мне дальше делать что-то более спокойно. Вот. Трудоголик ты.
Ну, я бы не сказал, что прям супер трудоголик, но я люблю, да, работать. Но work-life balance, мне кажется, у меня в целом есть. Расскажи, пожалуйста, про 6 этих пластинок быстренько. Мне очень интересно. Я вижу прекрасную пластинку Ларри Хёрда. Да. Я вижу прекрасную пластинку Максим. На удивление, я вижу прекрасную пластинку Иосифа Кобзона. Мировой чувак. Что это такое? Это подарок от моего хорошего товарища Саши. Это он на обложке. Не, это Граф Хипстер, это мой любимый рэпер, ребята. Если вы хотите услышать настоящий дубайский рэп, это Граф Хипстер. Ну, на самом деле, тут смотри, как бы можно на это по-разному смотреть, но мне действительно очень нравится его музыка своей какой-то сыростью, какой-то вот такой не подавающей грязью, да, именно в плане продакшена, и самобытностью, что я считаю, что это прям вот must для прослушивания. Я удивлен, как он еще не выстрелил, вот честно. Он на русском? Да, он русский чувак. Он живет здесь? Ну, он вот долгое время жил в Таиланде, и вот он недавно сюда приехал, как бы мы с ним списались, должны были встретиться. Я бы хотел его взять вот как проект, серьезно продвигать. Да. Так, вот это что за пластинка у нас? Это, с кошечками. Да, это вообще классная пластинка, мне ее показала Бианка. Я не знаю, ты, наверное, слышал вот этот мотив Everybody loves the sunshine. Конечно. Да, это Рой Айерс, очень клевый чувак, и это одна из моих таких любимых, наверное, пластинок в коллекции. Так, Иосиф Давыдович. Это просто мне понравилась обложка, мне казалось, что будет смешно, если будет здесь Иосиф Кобзон висеть. И люди такие, типа, кто это такой? А это, да, это Иосиф Кобзон. Мне коллега подарила, это пластинка ее бабушки, которую они больше не слушают. И я такой, давай я возьму, я не знаю, может засэмплю, где-нибудь буду использовать. Так, давай про Ларри Хёрда. Так, Ларри Хёрд, это основатель дипхауса, он очень-очень крутой, это его первый такой релиз. Вот. Это репресс, на самом деле, который я нашел у нас в местной рекорд-сторе, и я сразу ее купил. Можешь посоветовать пару рекорд-сторов в Дубае для любителей винила? Ну, наверное, если именно электронной музыки, то это Flipside, 100%. Шади, он неплохо курирует вообще свой Record Store. Не для всех, в основном, конечно, для любителей хаус, минимал музыки. Там новые пластинки или есть старые? Новые, есть старые, но в основном новые. И там можно найти что-то интересное. Вот. Также есть роу, но там больше, если нравится рок, какая-то более такая популярная музыка. Винил в Дубае вообще популярен? Есть? Я бы не сказал, что прям есть. Как бы, да, покупают, но еще оно не на таком большом уровне. Все-таки здесь много таких диджеев-позеров, условно, играют только на контроллере. И как бы играют такую музыку, условно, из топ-100 битпорт. Так, прекрасный Максим. Я знаю, что эта пластинка для тебя очень значимая. Да, конечно, Максим я очень сильно люблю. Просто так получилось, то, что я где-то год назад начал переслушивать российскую поп-музыку, и мне как-то я не знаю, альбом так запал в сердце, я его слушал, когда я был маленьким, и я не мог его полностью оценить, а сейчас как бы много есть таких очень интересных в плане продакшена треков, которые я бы хотел даже, если я вот начну прям продюсить, использовать для своей музыки. У нее красивый голос, она поет на очень такие, знаешь, душевные темы, которые затрагивали всех. Любимый трек с этой пластинки? Наверное, «Трудный возраст» я отпускаю, конечно. Отпускаю. Это мой медленный танец в лагере, когда мне 13. Какой-то девочка, да, вот так вот ты танцуешь. Или там этот, как его, я не знаю, тебя бросила девушка, и ты такой, отпускаю. Переписки. Так, следующая пластинка. Да, это первый релиз наших главных, наверное, промоутеров вот последних 10-12 лет. Сейчас, к сожалению, они взяли паузу, они больше ничего не делают. Вот, это Салар Ансари, это брат Мехди Ансари, одного из основателей
Аналог Рума. Он уехал жить в Детройт, и как бы это первый его там релиз оттуда. Расскажи вкратце про Аналог Рум. Это ребята, иранцы, которые переехали сюда учиться и поняли, что они хотят делать музыку и приглашать людей, которые им нравятся. Они начали приглашать серьезных диджеев, там The Guy Called Geralt, Move D, там, я не знаю, Джефф Милс, Алекси Дилана, ну, короче, Алекс Кид, вот этих всех ребят, и они делали вечеринки каждую неделю. И так как не было никого больше, они были самыми вообще тут главными богами этой сцены. И на самом деле для меня именно Аналог Рум — это такая очень сентиментальная тема, потому что когда я делал Синдром, я свою вторую вечеринку, я пришел, они открылись как клуб, и я пришел, я говорю, я хочу делать вечеринки, у меня есть аудитория, дайте мне вот вашу площадку. Они такие посмотрели на меня, ну ладно, давай дадим тебе тест. И я поделал, и там есть мой хороший товарищ Сиамак, с которым я тогда тоже познакомился. Я слышал его какой-то продакшн до этого, но тут я как бы увидел его воочию, ничего себе, Сиамак, классно. И мы сидим, и он такой говорит, блин, все классно, у тебя классная аудитория, классная атмосфера вечеринки, но музыка, блин, она не на уровне, она такая, типа, говно. Я такой говорю, ну покажи мне интересно, я не разбираюсь, я вот только начал, я не понимаю. Покажи мне. И мы с ним прям начали плотно очень общаться. И в какой-то момент они мне сказали, а давай с нами типа работать. Давай ты будешь менеджером нашего клуба. И я до начала ковида, где-то с декабря месяца по март, как бы все свои выходные, кроме тех дней, когда я делал свои вечеринки, проводил с ними, и они меня учили, они мне показали винил, они мне показали хорошую музыку, они мне показали, что такое стиль в музыке, что такое класс, что такое качественная музыка, и как бы благодаря им я начал погружаться еще глубже и глубже и глубже, и начал что-то свое. Вот именно вот такое серьезное, как вот секта, мой спой-пати и так далее. Поэтому я отдаю полностью дань, когда я говорю про себя и про свои вечеринки, я стою на плечах людей, которые делали все до этого, и которые мне передали вот это чувство истины в музыке. Все-таки важно, да, иметь каких-то менторов, твои учителя, что ли, да? Ну, конечно, как бы это могут быть менторы не только те люди, с которыми ты лично общаешься, это могут быть люди, которые играют музыку какую-то, ты видишь онлайн и хочешь им подражать, учишься от них чему-то. Ну да, конечно. Но это всегда, ученик учителя, оно всегда будет присутствовать. Такова природа человека, она всегда будет такой. Как бы мы не можем все с нуля сами узнать, мы все равно как-то вдохновляемся какими-то вещами. Даже когда я учился играть сам дома, да, я все равно думал о каких-то диджеях, о каких-то людях, на кого я хотел быть похож в плане музыки. Как бы да, стиль полностью мой, как бы техника обучения, она полностью моя, но музыка, которую я играл, и подход к музыке, он был от других людей. Так, ты хотел эту пластинку разыграть. Это, да, конечно, да. Интересно. Это одна из первых пластинок в моей коллекции. Как бы я думаю, что это местный лейбл, который очень неплохо показывает глубину вообще музыки здесь, то, что это не просто какая-то, я не знаю, глянцевая страна без какой-то музыкальной культуры. Каждый трек на этой пластинке наполнен душой и глубиной. Это реально очень хороший хаусец, который прям... Я бы хотел, чтобы кто-то из твоих там подписчиков, кто там, я не знаю, будет это смотреть, мог насладиться этим полной мерой. Мы придумаем, друзья, это шедевр, я бы так сказал, для ценителей электронной музыки. И действительно, Кирилл верно сказал про то, что не надо думать, что Дубай — это только про девочек, которые играют какую-то непонятную фигню на контроллерах. Это и про классную музыку, серьезную, сложную. Поэтому мы придумаем конкурс и что-то обязательно с ней сделаем. Да, достанется кому-нибудь, друзья, кто надо будет побиться. посмотрит. Надо будет побиться, мы подумаем. Но надо будет побиться за такое. Твой любимый фильм? Так, опять пошли эти вопросы. Да, ну это «Цвет граната». Ну вообще Параджанов в целом. Я Шек Кирип, тоже от Параджанова. Отличные фильмы, очень советую. Еще, знаешь, я вспомнил, есть фильм
по-русски очень пошло называется, «Бойфренд из будущего». Вот, About Time, тоже очень хороший фильм, всем советую. Твой любимый музыкальный альбом? Ну, мне кажется, да, Minimal Nation Роберта Худа, один из них. Иван Дор Нота Д точно в список моих любимых альбомов попадает. Enter Shikari, The Flute Full of Colors и Валентин Стрыкало, «Бесконечность», по-моему, называется альбом, который самый последний, вот тоже в любимые входит. Кто для тебя плохой диджей? Плохой диджей — это человек, который нечестен с собой в музыке. А кто хороший? Это человек, который честен с собой в музыке, который как бы играет то, что ему нравится, и музыку, которую он любит. Твой любимый музыкальный жанр? Это очень сложно. Ну, наверное, сейчас электро или гетто-тек, минимал я люблю. На какой вечеринке или в каком клубе ты бы хотел отыграть? На какой вечеринке и в каком клубе? Ну, наверное, на World Sessions я бы хотел отыграть, да. Очень хотел. Вот, ну и на Boiler Room тоже было прикольно, да. Если меня позовут, буду прям очень рад. Твой любимый диджей? Мой любимый диджей? Ну, или несколько. Это мои друзья, это Сирил, это Элиса, это моя любимая Бианка, это Джулиан, Джулавет. Вот, да. Люди, которые меня окружают, мои любимые диджеи. А кто для тебя пример в диджеинге? Ну, именно в диджеинге, наверное, Сиамак Амиди. Для меня пример, да. Это вот резидент Аналог Рума, один из его кофаундеров. Это мой большой ментор. И для меня он был примером и остается примером до сих пор. Посоветуй какой-нибудь диджейский сет на ютубе людям. Вот это, блин, сложно. Диджейский сет. А давай я свой посоветую. У меня есть диджейский сет в туалете. Кирилл Жансугиров, «Синдром». Вот я там играю жесткую ебучку. Это очень весело, да. Ебучку? Да, в туалете в заброшенном парке аттракционов, подземном. Блин, кайф, надо посмотреть. Хорошо. Еще у меня есть сет Meat Jerky, All I Need Is Your Love Tonight, где я играю 13 ремиксов All I Need Is Your Love Tonight. Не микша, вообще просто, это было тоже весело. У тебя есть какая-нибудь цель на ближайший год? Да, я бы очень хотел начать продюсировать музыку, вот, и, наверное, записать виниловый подкаст тоже было бы клево на следующий год, вот. И последний вопрос, какими диджеями ты бы хотел посмотреть интервью? Ну, давай, из русскоговорящих, да? Желательно те, кто в Дубае еще. Да, ну вот Серегу, которого я тебе скидывал, с ним было бы прикольно. Angry Suzy, тоже, мне кажется, это будет интересное интервью. Астахов Саша, тоже прикольно. Ну, больше из русскоговорящих мне никто не приходит в голову, кого я хотел бы послушать. С англоговорящими? Ну, это мои друзья. Мои друзья. С Джулианом, мне кажется, то, что тоже интересно его будет послушать. Он такой достаточно закрытый. С Сирилом у него интересная история. Ну, с ребятами из Аналог Рума тоже было клево. У них интересные пасты и так далее. И, наверное, Адам Рахман из тусовки Kitchen Sink. Это первые техно-ребята, которые еще в 2004 году как бы делали то, что мы сейчас делаем. Мы стоим на их плечах. Давай мы с тобой выпьем за успехи в нашем наступающем году еще раз. Чтобы у всех все было хорошо, мы шли вперед и жили хорошо. Да, это самое главное. И на самом деле, чтобы у тебя тоже все получалось, и чтобы твой проект дальше развивался в том русле, которым ты хочешь, и чтобы никакие невзгоды, никакие сложности тебя не останавливали, ты всегда мог как бы найти выход. Всегда из самой сложной ситуации в этом проекте всегда найти выход. Вот. И если нужна будет реально какая-то помощь, как бы... Спасибо.